Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Любовь. И сегодня я по вашим просьбам буду делать вот такую куколку. Именно эту куколку на фото я делала несколько лет назад. Идею эту я увидела в интернете. Я, кстати, искала сегодня, хотела оригинал найти, но так и не нашла. Очень жаль. Вот, но так как я не люблю повторяться, то сегодня у нас будет другая куколка, но похожая. Для начала нужно свернуть из картона кулечек. У меня картон очень жесткий, он немного деформируется, когда я его скручивала, видите? Ну, зато он прочный, и заготовка у нас получится крепкая. Вот таким образом я скрутила, скотчем закрепила. И лишнее сейчас я срежу. Вот таким образом. И у меня получится вот такой кулечек, пирамидка. Теперь я сделаю донышко. Просто поставлю вот так, очерчу очертания и вырежу. Заметьте, что у меня не идеальный круг получился, но это не важно. Ничего страшного. Сейчас все это я прикреплю. Мне главное закрыть донышко. Вот таким образом. И прикреплю сейчас скотчем. И этого будет достаточно. Вот такая вот у меня получилась заготовочка из картона. Теперь я что делаю? У меня есть вот такая пеленка. И я этой пеленкой сейчас хочу обмотать свою заготовочку. Для чего я это делаю? Ну, просто чтобы она была помягче на ощупь. Когда уже будет готовая куколка, если ее взять в руки, чтобы она как бы была такая приятная, мягенькая. Вот таким образом я наклею. Все это как вздумается, как придумается, оборачиваю, срезая лишнее. Здесь, если кто-то будет именно по моему способу делать, то как бы тоже можете чем угодно. Можете ватином, ну а может быть вы не захотите утеплять. Вот. Приклеила и еще закрепляю ниточкой. За одной ниткой, когда обматываю, она как-то вот выравнивается. Вот такая у меня получилась заготовочка. Теперь я буду делать голову. Смотрите, я вот взяла кусочки у меня оставшиеся, вот эти маленькие. Я сейчас смотаю такой клубочек. Я катушку положила в бобину от скотча, чтобы она мне не прыгала по столу. А Барсику интересно. Я мотаю, катушка эта шуршит там, и он вот подходит и заглядывает. Ну, естественно, мешается мне. Я его постоянно со стола сбрасывала. Убираю, он лезет, убираю, он лезет. В общем, принцип, как я голову делала, такой же, как у меня видео было, где вот я там показывала, как я куклу-мотанку делаю. То же самое. Просто у меня, видите, две полосочки, но желательно одну длинную. И вот таким образом, вот видите, замотали шарик, вот так вот обмотали в эту сторону, ниточкой закрепили и опять. И так до тех пор, пока нас размер головы не будет устраивать. Вот. Так бы сейчас я продолжала, а так как у меня кончилась заготовочка, мне приходится наращивать. Ну ничего, справимся и так. Вот таким образом я делаю голову. Кстати, на первой кукле у меня там голова не так сделана. У меня был пластмассовый шарик подходящего размера. И я просто обтянула шарик трикотажем пластмассовый. Если у кого-то есть что-то подходящее, пожалуйста, можно сделать другим способом голову.
Вообще можно импровизировать на ходу. Так, маловато. Я сейчас еще отрежу ленточку. Еще, наверное, слой добавлю. Чтобы у меня все-таки немножечко попухлее головка была. Тут я и так примерялась. Потом все-таки решила вот так еще раз обернуть. И я думаю, что будет достаточно. Вот этот мой неугомонный друг тут опять. Так вот я подровняла. Ну вот, в принципе, достаточно. Примерилась, подойдет. Все меня устраивает. Теперь я беру кусочек ткани белый. Конечно, лучше было бы, если бы это был трикотаж, но у меня его нет, белого трикотажа. Я поэтому взяла ситчик. И теперь буду оборачивать уже на чистовую голову. Вот так в серединку я кладу. И буду сейчас обтягивать, стараясь именно с той стороны, где личико, чтобы у меня все было ровненько. Конечно, с такой именно тканью, как у меня, это делать очень сложно. Такой вот ситец, он какой-то как с лавсаном, что ли. Или накрахмален так. Он вообще не тянется. Тяжело разровнять. Ну, куда деваться? Приходится помучиться. Так, вот таким образом я все-таки сделала головку. И теперь вот так сверху я ее прикреплю на клей. И здесь тоже обмажу. Вот так на клей посадила и опять примотала еще сверху ниткой. Вот. Теперь нужно вот здесь вот мне, чтобы было у меня все красивенько, потому что кукла будет в сарафане, и вот эта часть, где шея должна быть, само декольте, должно быть у меня гладенько, красиво, не видать никаких ниток, и поэтому я взяла ткань и вот так еще раз обернула тоже на чистовую. И сейчас приклею. Все, черновая заготовка у меня готова. Теперь сам сарафан. Я вот так примерилась, сколько мне нужно будет, чтобы хватило где-то не до самой головы, а до груди. Отрезала подходящий размер. Сейчас вырежу круг. Вот, и вот таким образом буду собирать в сборочку. Для этого я сначала все соберу на нитку. И потом уже буду прикреплять на куклу. Все разровняю, все складочки ровненько. И прям к кукле пришью. Вот таким образом. Все готово. Так, осталось теперь совсем чуть-чуть. Еще столько же. Так, я взяла, вот видите, ленточку ткани белой и атласные ленты. Вот я буду сейчас нарезать на кусочки. И из них буду делать кайму для сарафана.
Нарезала. И теперь буду пришивать. Сделаю такую заготовочку. Вот. Каждый раз я проглаживаю каждый шовчик. И всю ленту таким образом пришиваю вот этими атласными кусочками. Что-то мне сегодня не могу. Кашель прям мешает озвучивать. Приходится каждый раз прерываться. Так, вот такая у меня получилась заготовочка. Сейчас я ее подровняю. Где у меня тут неровно нитки, я все это срежу. Можно сразу прострочить по краям, потом срезать. Ну, здесь вот я сначала срезала, потом вспомнила, что надо бы закрепить краешки. И вот сейчас я прострочу с одной стороны, проложу строчку, и с другой стороны, чтобы у меня ничего не распускалось. Вот. Заодно, если неровные края, как раз вот так удобно подравнивать. Построчила. Вот так. И потом взяла и срезала близко к строчке. И получается ровная красивая ленточка. Вот таким образом. Все, вот готово. Видите? Какая прелесть. Так, и вот так вот теперь по низу я ее просто приклею. Можно, конечно, пришить, но эта кукла не игровая. Я считаю, что можно и как бы вот так ускорить себе процесс, облегчить работу. Но кому-то, если хочется порелаксировать, да, как поработать вручную, пошить, то, пожалуйста, можете это все пришивать вручную. Я приклею. Когда с клеем работаю, надо, конечно, стараться поаккуратнее. Я вот здесь немножечко испачкала палец и, естественно, зацепила ткань красную на сарафане. Вот. Видно это пятнышко некрасиво. Но я его пока трогать не буду. Вот, видите? Когда подсохнет, вот так вот иголочкой постараюсь убрать. Должно получиться. Так, теперь, когда я приклеила саму ленту, можно вот такой вот тесьмой закрыть. И можно кружавчиками, чем угодно. Сам шов вот так вот закрываю. Тоже на клей. Аккуратненько промазываю. И вот уже смотрите, как получается красивенько. Вот. Лишнее срезала. И то же самое теперь снизу. Вот видите, как получается. Вот. И нижние. Точно так же. Вот, сейчас доклею, и на сегодня, я думаю, хватит. Остальное будет во второй серии. Там еще головной убор делать. Не знаю пока еще что, корону или какую-то шапочку. Может быть, повойник, подумаю. А пока вот такая вот заготовочка. Вот так красивенько получилось. И как видите, ничего сложного абсолютно.
Все элементарно просто у меня, потому что я так люблю. А сам вот оригинал, к сожалению, я не нашла фотографию. Хотелось очень мне показать. Там очень высокое исполнение, ну, высокий уровень, я хотела сказать. Вот, ну, я на звание народного художника не претендую. Мне и моего уровня достаточно. Уровня обычной домохозяйки-рукодельницы. Я считаю, что и примитивным способом можно сделать очень красивые и интересные вещички. Но это тоже как бы направление такое, примитив. Поэтому все в порядке в этом плане. Ну, а я с вами прощаюсь. Сегодня уже все, хватит. Вот. И прощаюсь до встречи во второй серии. Так что всем пока-пока.